Если подошла пора заменить тормозной шланг, а в магазине тебе говорят, что на твою машину нету ни оригинала, ни аналога какого-либо, тогда это видео тебе точно стоит посмотреть. Возможно, о таком способе подбора тормозных шлангов от других автомобилей знают все. Ну, не знаю, все, не все, но в любом случае я хочу вставить свои, скажем так, 5 копеек. Усаживайся поудобнее и приятного просмотра. Если ты владелец американца, как и я, например, как Chrysler или Dodge, в частности, Sebring, Cirrus, Stratus, то это видео для тебя будет крайне полезное. Но вполне возможно, что этот видеоролик будет полезен владельцам и других марок авто. Первым делом нам нужно найти какой-нибудь интернет-магазин, где четко изображен на фотографиях внешний вид детали. Также немаловажный момент, какое количество тормозных шлангов может предоставить на показ интернет-магазин. Чем больше у него ассортимент, тем будет лучше. Так вы точно сможете найти то, что вам нужно. Выбрал я 4, на мой взгляд они самые подходящие. А теперь пойдем в пункт выдачи забирать заказ. Вооружившись линейкой, штангель-циркулем, штуцером, креплением под банш-болт, идем производить сравнение с заказанным товаром. Из 4 заказанных решил оставить 2. На мой взгляд, они больше всего подходят. Посмотрим, когда будем в гараже. Изгиб трубки я производил с помощью накидного ключа на 21, с помощью тисков и перчатки. Изначально я шланг поместил в тиски, взял перчатку, обернул крепление под банш-болт, чтобы не повредить плоскость, и все это дело зажал. Далее я на шланге срезал вот эту вот резинку под кронштейн крепления. Это нужно было сделать для того, чтобы ключ смог пройти по всему шлангу. Далее я использовал ключ в виде рычага и просто произвел загиб. Оказалось, все это сделать гораздо проще, чем я думал. И немаловажно то, что я не использовал никакие горелки газовые. Так как тут, если все это нагреть, то большая вероятность того, что у вас просто расплавится шланг. А чтобы произвести загиб в другой плоскости, обратите внимание, я просто перевернул крепление банш-болта. И с помощью того же ключа, используя его как рычаг, я просто применил силу. И все. И все у меня получилось. Вот таким вот нехитрым способом вы можете добиться отличного результата. Самое главное не повредить плоскость под шайбы. Еще раз покажу издалека, мало ли кто-то не понял. Берете ключ, доходите до места, где вы будете производить изгиб. Ключ используется в виде рычага. И аккуратными движениями, не прилагая больших усилий, прикладывайте силу. Небольшую. Главное не перестараться. Ну, то есть вот так вот подгибаете его потихонечку. И вы добьетесь того результата, который вы хотите достичь. Изначально крепление под банш-болт было идеально ровное во всех плоскостях. А теперь оно согнуто так, как мне нужно. А что, так можно было, что ли? Кому интересны номера тормозного шланга, который я выбрал, вот смотрите перед вашими глазами. У меня тут еще один есть тормозной шланг, правда не помню от какой машины. В общем, купил я их 2, так сказать, на пробу, посмотреть, какой из них будет лучше. Но подошел лучше вот этот вот. Из-за вот этих вот направляющих, по которым перемещается суппорт в момент
торможения, мне и пришлось подогнуть вот это вот ушко. Мне пришлось где-то вот на этом сайте, который я показывал, пересмотреть порядка, наверное, около 3000 шлангов. На этом сайте листал, смотрел фотографии, вот эти все картинки, там характеристики их, там резьба, там вот это все длина, вот это вот какой формы само ушко, вот это вот под баншболт. И в итоге вот я выбрал два самых таких, которые, как мне показалось, лучше всего подходят. И да, действительно, они подошли к моему суппорту прям, я бы сказал, идеально. Уже все собрал, чехол на тормозной шланг одел, чтобы ничего там не терлось. И вот смотрите, что получилось. При повороте колеса в левую сторону есть вероятность того, что тормозную трубку заденет шина. А это значит, что придется сейчас все переделывать. Для вас прошло мгновение, а у меня целый час работы. Но по итогу все вышло как нужно. Шина больше за трубку не задевает. Даже если максимально влево вывернуть колесо, все равно шина за трубку не задевает. Почему так вышло некрасиво вот с этой вот трубкой тормозной? Потому что изначально я планировал трубку тянуть вдоль лонжерона, здесь вот загибать, ну и обратно вести к соединению. А в этом случае, получается, задевала шина ее с обратной стороны. И пришлось мне от этого отказаться. Но согнул ее вот так, как есть. Да, и вот чехол теперь поправил я, так называемый, который я одел на тормозной шланг. Все, теперь он тоже защищает от случайных потертостей. В любом случае, даже если вывернуть шину максимально влево, в любом случае она не будет задевать за лонжерон. Это я просто здесь разъединил наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. Видите, вот здесь. И рукой поворачиваю, чтобы видеть, что вообще может быть. В общем, как-то так. Вот даже если прям до лонжерона будет касаться шина, то все равно она за трубку не заденет. Вот стояло заводское крепление, соединяющее тормозной шланг с тормозной трубкой. Оно стояло вот таким вот образом. Видите, вот это вот отверстие, куда я пальцем показывал. И вот второе отверстие, здесь вот хомут я подвязал, получается, да? Все это дело было соединено болтом с гайкой. Вот эти вот отверстия совмещены. И получается, если бы вывернуть шину, получается так, что если бы я вывернул шину в левую сторону по максимуму, в то положение, в которое она в принципе быть не может, в любом случае шина бы, даже вот эта, которая сейчас стоит, она бы задела бы вот за это все вот острие. Можно было бы порвать шину. А так получается, даже вот это вот, то, что я смастерил, намного лучше, чем то исполнение, которое было по заводу здесь. Так что вот такие вот дела. То есть вот это вот расстояние у меня между шиной и трубкой тормозной получилось сделать даже больше, чем когда стояла вот эта вот деталь здесь заводская. Ну я не знаю, заводская она или нет, но машина с ней бегала. Я думаю, очень даже долго. Никаких проблем не было. Ну, а сейчас, я думаю, и тем более никаких не будет проблем, потому что расстояние здесь еще стало больше, чем предыдущее с этой вот деталью.